Добрый день, с вами Аграфина и мой канал Магия и Колдовства. Подробно обо мне можно узнать на моих сайтах, найти меня в шапке профиля. Также я есть в Инстаграм канале, есть Телеграм канал, YouTube. Вы можете на моем сайте узнать о спектре моих услуг, чем я занимаюсь. А сегодня у меня гадание по неделям, по знакам зодиака, влияние высших сил, астрологических аспектов. Каждое утро мы встаем, и потому что у нас будет солнце. Это самое очевидное влияние астрологических аспектов на нашу жизнь. Также есть влияние в зависимости от дня рождения, наши эмоции, окружающие события. Итак, знаки зодиака 24 по 30 октября. Рыбы, овны, тельцы, близнецы, раки и львы. Как влияют планеты, кометы, звезды, созвездия на нашу жизнь. Помню, что на нашу жизнь также влияет наша работа над собой, наперекор судьбе, и родовая еще история. Так, начинаем с рыбы. Рыбы получают денежку, рыбы получают долгожданную материальную прибыль. Рыбы вступают в права недвижимостью, переезжают. Причем это все предварительно, это был долгий путь, труд какой-то, но вот наступил итог. Все-таки итоговая переезд, получение прибыли по работе, король мечей, возможные проверки, критика, попытка как-то вас прогнуть со стороны заказчика, со стороны начальства, со стороны каких-то проверок, посчитать, как говорится, вам, пересчитать вам вашу денежку, подвинуть вас. Также трудное собеседование, король мечей, он всегда очень такой резкий, очень сложно с ним разговаривать. Ну, если вы не работаете, это такая вот критикан такой, тоже в сфере ваших интересов денежных. В окружении, социальное окружение, страх, вы даже, можно сказать, вы слишком подозрительны к этим людям, они не составляют такой угрозы для вас, ну, вы их подозреваете в чем-то. Так, боретесь с ветряными мельницами. По состоянию здоровья. Здоровье хорошее, особенно все, что относится к гормональному, выравниванию гормонального фона, парные органы, почки, яичники, все это, легкие. Хорошая карта. Также даже в самых сложных ситуациях у вас есть варианты, как лечиться, как вылечиться. Кстати, солнце, ну смотрите, рыбам прям светлый период в личной жизни. Одиноким познакомиться с целью такие очень теплые душевные отношения, в которых есть место, как говорится, и любви, и чувствам, и материальному достатку. Для кого-то это счастливое развитие существующих отношений. Для тех, кто в браке, это может быть известие о ребенке и счастливый какой-то отдых. Ну, тут, кстати, туз пентаклей и солнце. Кстати, может быть переезд, счастливое начало какой-то вот новой обеспеченной жизни. И тоже еще новое начало. То, что вы пытались многократно воплотить, вот вы его наконец воплотите. То, что вас много раз разочаровано, наконец воплотится. И еще один рывок, и вы у цели. Достижение какой-то цели, которую вы долго шли и наконец получили. В общем, рыбы процветают прям. Хватайте удачу. Наши овны. Борьба. Овен такой у нас боевой сам по себе, воин. Ну, вы энергичны, вы способны решать эти вопросы, готовы будете решать, раскидаете, как говорится, эти все вопросы, порешаете их. По работе болтовня, много может быть отвлекающего. Если хорошая карта для собеседования, для приема новых сотрудников, такая очень душевная обстановка на работе.
Особенно все, что касается найма, или вы нанимаете людей, которые вам Хотя в перспективе они могут оказаться болтунами, смотрите, перевернуто, да, обещают то, чего не могут выполнить и так далее. Есть такой момент. По социуму, по окружению Луна. Мутные люди, неясные намерения. Для чего хорошая карта? Чтобы как раз обратиться к разного рода астрологам, магам и так далее. Состояние здоровья хорошее. Девятка кубков во всех смыслах способствует выздоровлению и улучшению даже состояния даже в самых тяжелых случаях выздоровления. Еще один способ лечения, в смысле там приема каких-то лекарств для личной. А вот для личной жизни не очень. Овен очень конфликтный, возможно, он такой вот на коне, весь такой, весь главный, и еле сдерживает себя. То есть вас напрягает, хотя тут карта, глаза завязаны, то есть ну, вы уже кипите, что-то вас прям так жестко осуждают, и вам хочется что-то такое наговорить, зреет конфликт, пока зреет, очень серьезно зреет. И видите, башня, то есть прорывается выход из конфликта, то есть вы моментально начнете решать этот вопрос, выходить из кризиса. Он очень прямой и сразу начинают договариваться, да, как, без прикрас разговаривать о том, что ему беспокоит. Собственно говоря, вы решите и этот вопрос, да, с личной жизнью, в личном. Новым отношениям не способствует каким-то одинокие наши тельцы. Интересная карта у тельцов белая, говорит о том, что вы находитесь в потоке, в котором вы можете загадывать желания, практиковать магию, просто медитировать на эти особенности обладают вашей медитацией именно на этой неделе. То есть любая практика вам само небо способствует. Колесница, ускорение, улучшение в напарничестве, какое-то новое, быстрое развитие вашего бизнеса, кстати, какие-то удачные поездки, но надо очень быстро, или вскочил и поехал. Также подвернется какая-то работа, если сдельщина, может удачное собеседование, но вам очень быстро надо встать в строй по работе, активизация, пока у вас такой тревожный период, да, много встреч. По социуму разочарование, люди, которые вас разочаровали, будут вас беспокоить, типа встретиться с вами, но вы будете их избегать. Вы осознаете, что они вам вообще не нужны. По состоянию здоровья вестник кубков. Вы эмоциональные, много, возможно, теряете из-за этого, вот такой перепады, но по сути вы быстро успокаиваетесь. Либо у вас есть человек, либо у вас есть какая-то валерьяночка, да, где вы приходите в себя. По сути, неплохая карта для здоровья. В личной жизни все по-прежнему. Если вы семейные в отношениях, обсуждаете ваши старые какие-то вопросы, проблемы, возвращаетесь к ним. Также есть момент, кто одинокий, вот вернется бывший, опять начнет написывать. Ну, тут, по сути, черная, видите, такая мрачная фигура говорит о том, что ничего интересного не напишет, все в том же духе. Очень однообразно. Конец недели, девятка жезлов, бытовые вопросы, решения. Вам надо быть более очень активным, активно чего-то решать, добиваться. Вот так придется. Тельцов, период активности. Видите, колесница, девятка жезлов. Благо этому способствует отстранение от ненужных вам людей. И достаточно такое здоровье уверенное. По близнецам всадник жезлов, близнецов импульсивные всякие идеи, как быть, и в том числе и творческие, по работе, и в личном. Близнец очень такой, да, творческий, идейный. У него очень часто много интересных идей, но он их теряет по дороге. Видите,
А всадник не на земле, перевернутая земля, не стоит на земле. По работе много звонков, много наклевываются какие-то новые контакты, бизнес, перспектива. Но все зависит от вашего умения с ними договариваться. Ну, близнец отлично умеет договариваться, договаривайтесь. Если вы ищете работу, собеседование, то это такое деловая беседа. Просто есть некоторый момент неясности, да, или нет, ничего пока не решено. И это не зависит не от вашего восприятия вас как человека, а скорее от материального состояния работодателя, да, что у них там. Пойдет этот проект, вас возьмут. Не пойдет. Так, ваши короли. Интересные встречи. Общество, социум, светское общество, где вы будете блистать, показывать себя, знакомиться с новыми интересными людьми, и какое-то увлекательное дело, вас куда-то пригласят. Интересная карта для мужчин, это вы можете познакомиться с такой... Ваше внимание привлечет интересная женщина. Так, и ваша... Здоровье. Здоровье, страхи, вот тут какие-то могут быть боли, которые будут вас приводить в какое-то такое напряженное состояние, но оно больше нервное. Да, кстати, близнец у нас такой достаточно импульсивный, не только импульсивный, нервный, но страхи ваши не оправданы, то есть то, что болит, это не рак, это не смерть, это вот именно то, что приходящее, связано с вашими какой-то нервной обстановкой или какими-то переживаниями. Так, и в личной жизни, то есть так прям близнецу предложено будет осесть, также если семейный переезд, покупка недвижимости, какое-то материальное крупное приобретение для семьи. И ого, тут что-то интересное. Близнецы, несмотря на то, что у них в каком-то процессе познания жизни импульсивном, очень интересная карта, связанная с вашей личной жизнью. Прям вот с одиноким знакомством. Причем такое очень бурное, эмоциональное, с большими перспективами. То, о чем вы давно мечтали, вот оно. Либо развитие ваших отношений в эту сторону. Ну, если вы в браке, это ваш брак засверкает новыми гранями. Счастье, эмоции, сближение, деньги, какой-то изобильный период. Раки. Солнце, северное солнце, тихая, спокойная жизнь. Осознание того, что у вас вообще-то как бы все наладилось. И вам это греет душу. Северное солнце, тоже солнце. По работе остановки, задержки. То есть какие-то работодатели, если вы собеседуете, они молчат. Либо те, на кого вы надеетесь, рассчитываете, также что-то на каком-то тормозе. Что всадник кубка? Ну, тут близкие люди, зато вы, кстати, это вы сами, всадник, это мужчина рак, если вы женщина, это ваши такие близкие друзья, с которыми вам приятно провести время, они вас эмоционально наполняют, делают вас уверенными. Так, по состоянию здоровья императора, ну вы их пытаетесь вытянуть себя, как говорится, заставить, принудить к чему-то ваш организм, он отчаянно сопротивляется. Возможно, не стоит прибегать также к каким-то резким воздействиям, да, что-то там, в том числе даже если там какие-то массажи или какие-то электрофорезы, потому что организм не выдерживает. Также ограничить себя с нагрузками. Не рвитесь там поднимать штанги или трудная карта для соревнований. То есть подавлять свой организм, но опасно вот на этой неделе. Так что башня. В вашу личную жизнь приходят какие-то ограничения, скорее всего, что кто-то работает, кто-то не может выехать, возможно, ограничивающие действия каких-то государств, визы. Также кто-то вынужден сидеть, работать. Казенный дом препятствует
и у вас такие могут быть разборки на этой почве. И если вы не находитесь в отношениях, то вам просто не до них. И карта конец недели, вы отдыхаете. Просто отходите от этого всего, потому что вам надо побыть одному. Одному. Все это есть момент, где вам ближе узкий круг людей и какое-то отдохновение души на этой неделе. Вся эта борьба пока сложная для рака. Лев, деньги. Деньги лев вырывает. Вот прям приходится прилагать дополнительные усилия. Что-то с трудом все это идет. Но это все равно борьба за деньги. Больше борьбы, чем денег, но тем не менее. По работе королева кубка, волнение, хлопоты, очень такое какое-то окружение, принятие вашего коллектива, вы с коллективом очень эмоционально общаетесь, но хороша карта для клиентского бизнеса, есть у вас единение какое-то, много общего, эмоций. Для каких-то серьезных дел это может быть отвлекает вас от серьезных дел, сосредоточиться мешает, слишком много эмоций. Так, для собеседования хорошая карта, для приема новых людей в лицах коллектив хорошая, вас поддерживает. Не волнуйтесь. Так, социум, избегание. Вы не хотите контактировать с людьми, они от вас чего-то хотят. А вот вы от них ничего не хотите. И вы петляете. Лев уходит от них. Не хочет ничего им доказывать, показывать, рассказывать. Хотя лев достаточно социальный у нас. Социальная фигура. Состояние здоровья, такой повышенная эмоциональность. Собственно, ничего плохого вас не ждет, кроме того, что у вас будут перепады настроения. Вам потребуется где-то такая помощь, плечо друга, подруги, беседа с каким-то своим родственником, эмоциональные такие порывы. Очень много кубковая неделя у всех. Так, в личной жизни флирт, игра, возможно, известие о ребенке, или вы подумываете о ребенке. Начало новых отношений с кем-то, с молодым партнером, партнершей, это вестник. Увлечение, приятное времяпровождение с вашим постоянным партнером. Вот проведете прям на ура. И всадник пентаклей. Это львицам мужчина. Кстати, для львицы такое сочетание означает как раз, что приятное времяпровождение. Кажется, что мужчина еще и надежный, еще и стабильный, еще и с перспективами. Если вы мужчина, лев, это ваша ипостась, да, что вы уже подумываете о серьезном чем-то, если вы одинокие встречаетесь, у вас эти отношения переходят в что-то постоянное. Также вы, возможно, также под конец недели получаете то, за что вы боролись в начале. Девятка пентаклей. Налаживается ваш быт, ваши доходы, перспективы засияют. С вами была Аграфена. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.